Когда два опытных охотника заметили странное поведение рыжей лисицы, которая настойчиво кружила вокруг одного места и затем исчезла из виду, их любопытство стало преобладать над настороженностью. Подойдя ближе, они увидели, как животное осторожно скидывает что-то в глубокую яму. Словно охватываясь ожиданием, мужчины осторожно приблизились к краю ямы, заглянули вниз и в ту же секунду отпрянули, не веря своим глазам и удивляясь тому, что увидели. То, что они обнаружили на дне старой ловушки, потрясло их до глубины души и вынудило немедленно сбросить ружья, переглянувшись с выражением полного шока и недоумения. Тем временем в тихой деревне, окруженной вековыми лесами Владимирской области, происходило нечто необычное и удивительное, что вызывало неподдельный интерес и внимание. Это было особенно странно для тех, кто утверждает, что дикие животные — лишь создание инстинкта, живущие по своим правилам в дикой природе. Здесь жила необыкновенная пожилая женщина, вдобавок к которой находился ее 11-летний внук, судьба которого оказалась резко и трагично отмечена бедой с самого начала его жизни. Мальчик, лишившийся родителей в страшной автокатастрофе, остался на попечении бабушки, которая олицетворяла собой стойкость и мужество. Эта женщина, обладающая железным характером и мудростью, накопленной десятилетиями жизни среди лесов, стала его единственным и верным опекуном. Она была живой легендой среди местных жителей и обладала удивительными знаниями, которые передавала из поколения в поколение. Удивительная старушка никогда не признавала современную медицину, предпочитая лечиться древними знаниями о целебных растениях, которые бережно собирала и передавала своему внуку, обучая его их свойствам и тому, как их использовать. Каждый день она неустанно учила мальчика не просто выживать в суровой природе, но и уважать каждое живое существо, с которым он встречался на своем пути. Она постоянно повторяла: «Каждое животное имеет душу и разум». Судьба решила проверить эти мудрые слова самым неожиданным образом. Однажды весенним утром бабушка вдруг потеряла сознание, сгибаясь под тяжестью накопившихся болезней. Вернувшись из школы, мальчик нашел ее, лежащей на земле, беспомощной и в подавленном состоянии, что наполнило его сердце тревогой и страхом. Несмотря на ее яростные протесты и уверенность в своих силах, он вызвал деревенского врача, который, прибыв на место и проведя осмотр, настаивал на немедленной госпитализации. Но гордая женщина с твердым характером наотрез отказалась покидать свой дом, уверенная в своих собственных методах лечения. Вместо этого она отдала внуку список редких лесных трав, которые, по ее словам, могли поставить ее на ноги лучше любых больничных лекарств, когда бы и где бы они ни находились. С первыми лучами следующего утра мальчик, полон решимости и желания помочь бабушке, отправился в лес. Сердце его было наполнено решимостью и чувством ответственности за единственного близкого человека, который у него остался. Взяв с собой флягу воды и немного еды, он углубился в лесной массив, направляясь к тем местам, где они с бабушкой часто собирали ягоды и травы. Увлекшись поисками нужных растений, юноша не заметил опасности, скрывающейся песком и листвой под ногами. Внезапно земля предательски провалилась под его ногами, и он с криком упал в глубокую яму. Это была старая охотничья ловушка, о которой давно забыли местные охотники, но она сохранила свою смертоносную эффективность, несмотря на время. Глиняные стены ловушки были слишком гладкими и твердыми, чтобы за они могли зацепиться. Каждая попытка выбраться заканчивалась болезненным падением обратно на дно, из-за чего он чувствовал себя безнадежно. Часы быстро превратились в дни.
3 мучительных дня мальчик провел в этой западне, крича до хрипоты, но ответы не приходили. Лишь эхо, как будто насмехаясь, отвечало на его отчаянные призывы о помощи. Запасы еды закончились, и воду он экономил, делая крошечные глотки, чтобы продержаться как можно дольше, в то время как непередаваемое отчаяние сжигало его душу. Надежда медленно угасала в его сердце, сменяясь холодным сознанием суровой реальности окружающего мира. Никто не знал, где его искать, а бабушка была слишком слаба, чтобы организовать поиски с помощью местного населения. На 4-й день, когда силы почти покинули его, сверху раздался странный шорох, который прервал его бесконечное молчание. Мальчик поднял глаза, ожидая увидеть человеческое лицо, и был готов молить о помощи, но вместо этого он встретился взглядом с яркими любопытными глазами рыжей лисицы, которая как будто заблудилась в этом странном мире. Животное долго смотрело на него с почти человеческим интересом, затем исчезло так же неожиданно, как и появилось. Мальчик подумал, что это была лишь галлюцинация от истощения, обман его ума, и вновь погрузился в мрачные мысли. Но к вечеру в яму неожиданно упал кусок сырой рыбы. С удивлением он взглянул вверху, и именно эта лисица, которая ранее попалась ему на глаза, наблюдала за ним, принося еду. В этот момент мальчик осознал, что именно это животное стало его единственным связующим звеном с реальностью. Оно жадно успокаивало его голод, позволяя преодолеть трудности. Сцена с рыбой повторялась следующие 2 дня. Дикое животное регулярно приносило пищу человеку, попавшему в беду, словно чувствовало, что он нуждается в помощи и поддержке. Несмотря на то, что рыба была сырой, и он едва ли мог насытиться этой пищей, юноша ел ее с благодарностью, осознавая, что это единственное, что поддерживало в нем жизнь. На 7-й день в заточении, когда последние капли воды были выпиты, а отчаяние начало сменяться безразличием, мальчик снова услышал человеческие голоса. Над ямой показались лица 2 охотников, выражающие крайнее удивление. Они быстро вытащили истощенного и изможденного парня, дав ему воды и уверив, что теперь все будет в порядке. «Как вы меня нашли?» — прохрипел мальчик пересохшими губами, не веря своим ушам и видя все происходящее, как в тумане. И тут он заметил под сеткой охотников ту самую лисицу, которая бескорыстно кормила его все эти дни, обеспечивая необходимое в это трудное время. Мужчины рассказали поразительную историю. Рыжая плутовка буквально заманила их в эту отдаленную часть леса, куда они обычно никогда не забредали. Она вела себя крайне необычно, пытаясь привлечь их внимание. Подбегая к ним, она останавливалась на расстоянии, словно приглашала следовать за собой, и снова убегала, когда они приближались. Заинтригованные таким поведением, охотники решили проследить за странным животным, которое привело их прямо к яме с мальчиком. Когда юноша рассказал, как лисица спасала его все эти дни, даже видавшие виды охотники не смогли скрыть своего изумления. По просьбе мальчика они освободили животное, которое, прежде чем скрыться в лесной чаще, бросило долгий взгляд на спасенного человека, как будто прощаясь и выражая глубокую благодарность. Возвращение в деревню было встречено со слезами радости, печаль сменяла веселье. Бабушка, которая уже начала поправляться благодаря соседкам, собравшим для нее необходимые травы, крепко обняла внука, радуясь его возвращению. Когда он рассказал ей о своей необычайной спасительнице, старушка лишь загадочно улыбнулась и, покачав головой, заметила: «Я же говорила тебе, что животные понимают гораздо больше, чем мы думаем. Они чувствуют добро и умеют быть благодарными», — отметила она с улыбкой и гордостью в своем голосе. Эта история быстро разлетелась по округе, меняя отношение местных охотников и даже жителей деревни к лесным обитателям.
Многие начали замечать в поведении зверей то, чего раньше не видели, и это меняло их взгляды на природу. Проблески разума, эмоции и даже сострадания, которые раньше считались исключительно человеческими качествами, стали воспринимаемыми также и у животных. А мальчик с бабушкой часто оставляли угощение на опушке леса для своей рыжей спасительницы, которая иногда показывалась вдалеке, словно проверяя, все ли в порядке у своих друзей и словно поддерживая связь между мирами. Эта удивительная история напоминает всем нам о том, что в нашем мире существует гораздо больше связей между живыми существами, чем мы можем себе представить. И что иногда наши спасители приходят в самом неожиданном облике, напоминая нам о том, что доброта и сострадание — это язык, понятный всем живым существам на Земле, независимо от их вида, формы или положения в экосистеме. Каждый день, когда мальчик с бабушкой вспоминали о той рыжей лисице, они понимали, что произошедшее с ними стало причиной для размышлений о том, как важно рвать барьеры и объединяться в понимании жизни, которая полна чудес и неожиданных связей.